Друзья, приветствую на канале Scale Pro. Сегодня начну стройку Академовского А10А. Операция Иракская свобода. Набор 2004 года. Коробка 2013. Отличный набор. Хорошая детализация, внутренняя расшивка. Значит, дополнение к этому набору будет смола. Значит, будут два двигателя. Что здесь сразу вижу? Вижу, здесь нет смоляных капотов. Смола очень хорошая, качество отличное. За счет того, что нет смоляных капотов, очень толстоватые стенки, которые из пластика, родные. Ну, посмотрю, что можно будет сделать, подумаю. Дальше от Master Model Vulcan металлический с травлением. Очень хорошо украсит модель. Далее рескитовские колеса от украинской фирмы. Декали Prince Scale. На 14 вариантов. Ну, какой позже выберем. И самый большой набор, так сказать, расчлененки. Здесь, в принципе, все в этом наборе есть. Сейчас посмотрим. Так же, как и делаю на AC130H, внутренности передних консолей крыльев. Далее нужно будет врезать все это и вставить в фюзеляж. Вся электрика. Ну, здесь хорошо все с крышками. Смоляные. То есть здесь толщина хорошая. Поэтому здесь ничего придумывать не надо. Вот так. Приступим. Друзья, запустил сайт. Ссылка находится в описании под видео. Можете пройти, посмотреть, ознакомиться. Можете заказать себе какую-то модель для коллекции, для сборки. Также есть раздел готовых работ, которые можно уже приобрести. Переходите, смотрите. Необходимо аккуратно вырезать. Наверное, чуть-чуть меньше буду отрезать, смотреть по размеру, чтобы лишнего не отрезать. Всегда можно будет чуть-чуть увеличить. Надеюсь, что по панелям, по родным станет хорошо. Крышки я отделять не буду. Я их потом покрашу и аккуратно уже обрежу покрашенные, так как потом при грунтовке покраски очень неудобно цеплять места, которые стыковки с питателями. Можно будет аккуратненько покрасить. Надо будет здесь отделить от питателей всю электронику.
Поставил электрику. Ну, как я и говорил, что скорее всего останутся щели. С этим ничего не поделать, так как если оставлять больше, то панели будут неправильно выглядеть. Поэтому уже в процессе зашпаклюю, аккуратненько выведу, и будет хорошо. Так, далее. Двигатели. Двигатели надо будет поставить смоляные. Как и говорил, толщина капотов будет крупноватая. Ну, посмотрю, что можно будет сделать. Приступим. Надо срезать хвостовую балку, ставить вот эту часть и весь вот этот вот узел. Внутренности поставлю уже позже, как фюзеляж буду соединять. Чтобы поставить весь хвостовой узел, пришлось вырезать вот здесь вот, иначе вот эта часть не встает, и пришлось вырезать вот здесь. Тогда все станет хорошо. Так, теперь нужно вырезать передние консоли крыльев, чтобы вставить узлы. Приступим. Так, поставил внутренности передней консоли крыла. Теперь я сделаю по периметру, сделаю вставки, на которые ложатся крышки, люки. Здесь надо чуть-чуть будет подрезать в некоторых местах. Стамеска 1 миллиметр, чтобы аккуратно, ничего лишнего не обрезать. И такой пластик 0,25 миллиметров. Вот нарезать тонкие полоски и поставить по периметру. Приступим. Так, сделал вставки. Теперь можно будет заняться
собрать вулкан. Собрал стволы вулканов. Теперь займусь капотами. Выровняю, сточу. Не буду, скорее всего, делать другие пластиковые, потому что, в принципе, то на то и получится. Может быть, на какую-то там 1/10 долю миллиметра тоньше будет. Я эти чуть-чуть сточу. Так, надо прошпаклевать небольшие щели, когда половинки фюзеляжа стыковались. Ну, обычно я использую или Mr. Surfacer 500, разбавляю или вот таким авроровским разбавителем, вот, или Mr. Hobby. Единственное, что авроровский, он чуть более агрессивный к пластику, как бы очень долго нельзя, к примеру, убирать там ватной палочкой остатки шпаклевки, потому что немножко подъедает. Вот. Ну или стандартной тамильской использую в основном белую, больше белая нравится. То есть серой я уже много лет назад не пользовался, немножко она мне не зашла, скажем так. Вот. И можно будет соединить половинки двигателей, привести их в порядок. Капоты я сточил, сделал тоненькие края, поэтому будет выглядеть нормально будет. Теперь с помощью разбавителя необходимо убрать излишки. Теперь нужно отделить колеса от питателей и отрезать аккуратно диски, потому что они имеют свойство тонкие, ломаться, очень маленькие. Приступим. Друзья, лучшая ваша поддержка канала — это подписка, лайки и пишите комментарии. Также переходите на сайт в описании под видео. Следующий выпуск, скорее всего, будет по 130-му. Ну, что-то я уже соскучился по нему. Увидимся.